Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. Киллер выпустил в экс-парламентария несколько пуль из пистолета. В результате последовавшей перестрелки между нападавшим и охранником Вороненкова, оба мужчин были ранены и доставлены в больницу. Человек, расстрелявший бывшего депутата, скончался. Тогда вдова депутата Мария Максакова приехала на место происшествия, но из-за переполнявших ее эмоций потеряла сознание. Сейчас оперная дива живет в Украине вместе с сыном Ваней, рожденным от Дениса. Она не желает возвращаться в Россию, так как ее хорошо приняли в Киеве. Максакова подружилась с первой семьей Вороненкова, но с предыдущей его супругой так и не нашла общий язык. Камнем преткновения стало его наследство. До сих пор многие не могут поверить в смерть депутата. Разные люди распространяли версии, что вместо него убили кого-то другого, а сам Вороненков скрылся за рубежом. В программе на самом деле попробовали разобраться в этом запутанном деле, пригласив его мать экс-депутата в студию. Когда родственницы сказали, что Дениса убили, ей стало плохо. Людмила Николаевна многого не знала о жизни сына, в том числе и о его реальных доходах. Выяснилось, что у женщины были напряженные отношения с Денисом. Я на рождение внука не поехала, на свадьбу тоже. У меня были на это свои причины. Гипертония у меня, заявила мать Вороненкова. Она не отрицает, что у нее возникло недопонимание в отношениях с сыном, когда он женился на Максаковой. Мать убитого экс-депутата была недовольна, так как он ушел из другой семьи, бросив двоих детей. Людмила Николаевна пропустила и похороны сына. Друзья Вороненкова утверждают, что он старался не говорить о родителях. Мать Дениса была обижена на своего сына, он избил первую жену Светлану. Он на нас обиделся. Моей ноги больше тут не будет. «Минус», — сказал он, вспоминает Людмила Николаевна. По словам пожилой женщины, Денис помогал ей даже после отъезда на Украину, сын переводил ей на карту около 50 тысяч рублей. Людмила Николаевна утверждает, что ей не так важно наследство Вороненкова, общая стоимость которого составляет около 10 миллионов долларов. В частности, всех волнуют две большие квартиры, оставшиеся у Дениса в фешенебельном доме. В конце передачи Людмила Николаевна предложила провести эксгумацию Вороненкова, чтобы прекратились разговоры о его возможном воскрешении. Женщина поклялась, что сын не выходил с ней на связь и не звонил ей,